Добрый день. У нас в Сибири уже добрый вечер. Начинаем наш плановый вебинар. Вебинар, который интересен и в научном плане, и в принципе имеет важное значение для практической работы. Потому что тема, о которой сейчас будем говорить, эпигенетика, только, наверное, последние лет 10-15 стала новым направлением в генетике и в медицине. До этого обычно как-то вопросы генетики связывали в основном с наследственными заболеваниями. И предполагалось, что, в принципе, те генетические риски, которые имеются, их сложно как-то выявлять и тем более контролировать. Но исследования последних лет, одно из которых было отмечено Нобелевской премией, имеет классическое название, которое прозвучало из уст Питера Мадавара, Нобелевского лауреата: «Генетика предполагает, а эпигенетика располагает». Я в связи с вот этой формулировкой, это англичанин вроде, вспомнил нашу русскую пословицу, что человек предполагает, а Бог располагает. То есть есть определенные факторы, которые могут, несмотря на определенную, скажем так, уязвимость генетического статуса человека, все-таки ситуацию изменить в лучшую сторону, если мы знаем, где какие риски спрятаны и насколько они выражены. Поэтому одна из тенденций или парадигм современной медицины – это 4П медицина, где одним из важных моментов в работе с пациентом считается обязательно учет генетических особенностей пациента. 4П медицина – персонализация, учет генетических особенностей. И связанных с ними, конечно, биохимических, физиологических. 4П медицина ведет к смене парадигмы здравоохранения, которая говорит о том, что нужно активно заниматься предсказательной и профилактической медициной, и не только гоняться за таблетками от болезней, но и составлять программы, обоснованные, в том числе и на генетических тестах, программы, которые позволяют составить персональную программу профилактики, коррекции, реабилитации человека с учетом его генетического паспорта. И выражение «генетический паспорт» для нас уже стало обыденным. Нужно нам кратко посмотреть на основу генетического аппарата. Мы знаем, что клетки все практически, за редким исключением, имеют ядро. Ядро – это место хранения нашего генетического аппарата. В ядре находятся хромосомы. Это главные компоненты наших генетической информации. И важнейший компонент, основной компонент хромосомы, а значит и генетики, это дезоксирибонуклеиновая кислота, нуклеиновая кислота, которую мы традиционно кратко называем ДНК. И хранение информации в ДНК обеспечивается тем, что имеют определенные структуры, которые называются нуклеотиды, и определенная их последовательность формирует вот эту особенность генетическую каждого человека. ДНК сложная молекула, но вот стоит даже вдуматься в уникальность этого соединения этой молекулы, этого творения Божьего или природного, кому как хочется, что 2 метра длиной молекулы ДНК, 2 метра, упакованные в компактную структуру размером до 8 микрон у человека. Вот представьте, 2 метра, и что такое 8 микрон. Причем это упаковано не в смятку тяп-ляп, а упаковано очень гармонично, так что это позволяет ДНК выполнять свою функцию по хранению и передаче информации.
И в основе там у нас имеется азотистые основания аденин, гуанин, тимин, цитозин, которые имеют определенные закономерности соединения, принцип парности. Аденин только с тимином, гуанин только с цитозином. И когда уже стали так визуализировать структуру ДНК, мы ее всегда рисуем, представляем, как просто называют винтовая лестница ДНК. ДНК опять вернулась в свое естественное состояние. Это считается классика. Но исследования в области генетики постоянно нам приносят удивительные и неожиданные порой открытия. И оказалось, что помимо вот этой уже классической формы ДНК, обнаружили очень интересную тему. Никто бы не подумал, если бы не зафиксировали, что возможно временное изменение структуры ДНК в виде вот такого, ну, что-то типа узла, можно быть сказать простыми словами. Это называют I-мотив, крестообразный узел. Это изменение структуры ДНК на различные воздействия на клетку. И вот эти I-мотивы, они являются оперативной реакцией на какие-то отчасти стрессовые действия на клетку, и в то же время они помогают, ну, скажем так, как диспетчер, оптимизировать работу генов, включая и выключая их по необходимости в разных ситуациях, и регулируя метаболизм, иммунную систему, детоксикацию, гормональные процессы и все, что связано с регуляцией нашей с вами биологической жизни. Поэтому классика – это спираль, винтообразная лестница. И оригинальная форма, которая является теперь уже вариантом нормы, это I-мотив, крестообразный узел. По необходимости, когда клетка отреагировала, генетический аппарат, ДНК принимает свою стандартную классическую форму. Разнообразие генов, которые мы с вами имеем, да не только мы, весь животный мир, условно, но обоснованно, можно разделить на две такие, скажем, группы. Гены предрасположенности. Это гены, которые, в принципе, несут скрытый риск. С ними можно жить, существовать достаточно долго, но если возникают какие-то неблагоприятные факторы, ну, тоже облучение, радиация, что было чаще всего мы видели в Чернобыле. Излишнее наличие токсинов в организме – это вредное производство. Любители травить себя табачным дымом, канцерогенов там больше, чем никотина и прочее, прочее. Вот в этом случае гены предрасположенности уже явно становятся не генами предрасположенности, а генами, повышающими риск развития патологии. И если говорить, например, о вариантах, то гены, которые конкретную патологию кодируют, формируют, ну, например, патологию артерий с выходом на артериальную гипертензию. Это генная сеть, то есть болезни многие, как правило, имеют не один ген контролирующий, а несколько, но есть гены, которые являются главными, центральными, и они выполняют функцию координации остальных элементов, кто у них на подхвате помощники, и гены-модификаторы, которые при неблагоприятных условиях ускоряют, усиливают вредные воздействия, приводя уже к конкретной патологии, к конкретному заболеванию. В связи с этим имеется устоявшийся термин в генетике – эффект главного гена, который наиболее важен для формирования наследственной предрасположенности, а остальные будут иметь модифицирующее, дополнительное, вспомогательное, но все-таки усиливающее влияние. Ну, наиболее яркий пример в этом смысле можно вспомнить историю Анджелины Джоли, которая, имея силу воли, разум и так далее, пошла на удаление молочных желез, потому что очень высокий риск того гена, который у нее был, BCR1A1, его в литературе еще называют ген Анджелины Джоли. То есть там от 90% вероятность высокого развития именно опухоли злокачественной молочной железы, а другие гены как-то немножко могут это усиливать, но они не перекрывают и не снижают тот высокий риск, который несет вот этот главный ген.
Вот эпигенетика – это термин, который является уже стандартным термином в генетике. Ну, собственно говоря, эпигеном – это те условия, те факторы, которые расположены как бы над геномом, условно говоря. Эпигеном, как литературно говорят, он раздает команды, какие гены должны работать, а какие отдыхать, молчать или находиться в состоянии заблокированном. И что нужно отметить, что функции живого организма, они обусловлены не только информацией, которая закодирована в генах, но и во многом изменения в клетке и в генетическом аппарате – это ответ на сигналы из окружающей среды. И вот этот процесс, о котором некоторое время, даже долгое время многие относились скептически, либо даже отрицательно, как это гены как-то могут менять свою активность из-за факторов внешней среды, все-таки он был проработан в научном плане. И было описано, как изменяются активность генов, эпигенетические факторы, и Нобелевская премия, 2006 год. За открытие фундаментального явления интерференции РНК – это рибонуклеиновая кислота, тоже фрагмент нашего генетического аппарата. Подавление экспрессии генов, то есть активности генов, с помощью двухцепочечной РНК. Это специфическая терминология, но суть в том, что было показано и научным сообществом было принято, что есть процесс, который объясняет изменение активности генов экспрессии, в том числе и в лучшую сторону подавления рисков, а иногда в худшую, наоборот, повышает риски, благодаря факторам, которые относятся к эпигенетике, вне генома. И вот здесь что следует отметить, что изменения, которые возникают в клетке под воздействием факторов эпигенетических, не меняется последовательность нуклеотидов, которые являются как кирпичики в нуклеиновой кислоте. И основной процесс, который эпигенетика отслеживает, а наука изучает, это изменение активности генов. То структура ДНК, нуклеотиды, их соотношение остается нормальным, а вот активность генов, соответственно, качество тех процессов, которые они контролируют, регулируют, может меняться вследствие эпигенетических воздействий. Ну, это как сказать, что, условно говоря, один человек может просто сидеть и ничего не делать, а второй становится более активным при той же массе тела, при той же физиологии. Вот именно активность, которая изменяется в ответ на воздействие внешней среды, либо тех компонентов пищи, отчасти близких к препаратам лекарственным, но это не лекарственные препараты, которые вызывают изменения в активности генов, усиливая либо ослабляя их активность и, соответственно, изменяя биохимические, метаболические, иммунные и многие другие реакции. Классика, которая очень наглядно говорит о том, что эпигенетика может изменять активность генов, это 2003 год, это эпоха развития эпигенетики. Американские ученые сумели встроить искусственный ген обычным мышам, мыши расстались желтые, толстые, болезненные. Ну, понятно, новый ген, как-то они сумели туда внедрить, он исказил биохимические циклы. Задали себе вопрос, а если этот вредный ген не удалять, пусть он там пытается сохранить эти риски и делать свое злое дело, как можно изменить судьбу животных, чтобы эти риски уменьшить либо нейтрализовать. Ну и они подумали о самом простом варианте. Они в корм беременных мышей, ну это сорт такой агути, добавили фолиевую кислоту, витамин В12, холин, метионин. То есть достаточно простые соединения. Но чтобы все-таки был конкретно уверенность, что достаточной дозы эти компоненты вводили не в виде продуктов, а в виде химических соединений. Это обычно, вы знаете, фолиевая кислота продается, холин, метионин, все это доступно. И оказалось, что при постоянном приеме вот этих эпигенетических факторов, эти пищевые факторы нейтрализовали мутации в генах, которые до этого явно приводили к патологии. Но что интересно, что даже однократное длительное в период беременности кормление вот этих принципиально, возможно, больных мышек
оказала воздействие не только на первое поколение, но и поколение, еще несколько поколений, 3-4 поколения бывает, которые шли уже дальше на нормальном питании. Вот такой отдаленный, но стабильный эффект нормализации работы генов при наличии даже определенного риска. Если говорить о таких уже более конкретных возможностях влияния, то в основном описывают 3 варианта. Это метилирование, отдельные нуклеотиды, часть генетики, часть ДНК. Это влияние на белки, которые участвуют в упаковке нити ДНК, гистоны. Вот именно гистоны, они позволяют из 2 метров длинной ДНК сделать 8 микрометров. И РНК-эпигенетика, это очень сложный специфический момент. Но что отмечаю, что наряду со стрессом и недоеданием плода могут влиять многочисленные вещества, искажающие нормальные процессы гормональной регуляции. Гормональной регуляции через отрицательное действие на генетику. И эти соединения они описываются как эндокринные дизрапторы, разрушители. Это было бы так интересно в научном плане, но однако массовый пример – это бисфенол А, пластиковая тара. Все виды пластиковой тары, бисфенол – да. Пластик вроде бы хорошо, но доказано. Отрицательное воздействие бисфенола А на организм. Уничтожает свободные метильные группы, которые улучшают работу генов и ДНК, подавляет ферменты, прикрепляющие группы ДНК. И в том числе отмечен эффект торможения созревания яйцеклетки и явная тенденция к бесплодию. И по поводу вот этого нехорошего соединения, очень интересный специалист Ариан Джакобино, Университет Женевы. Самый опасный вид пластика – бисфенол А. Загрязнение окружающей среды – настоящий бич современного мира. Сегодня почти невозможно найти человека, чей организм не содержал бы бисфенол А. Это специалист мирового уровня, одного из ведущих центров по этой теме. Бисфенол А есть в крови, в грудном молоке, в пуповинной крови беременных. Любой пищевой контакт с жестяными банками и пластиком, даже с питьевой водой в бутылках, добавляет в организм порцию дисфенола. Немножко я не понял, почему с питьевой водой в бутылках, как она пишет, так и пишет, но пластика у нас, сами знаете, сколько, более чем угодно. Поэтому хочешь найти хорошую минералку недешевой в стеклянной бутылке, нету. Я не верю, что то, что у нас подается синтоки и так далее, настоящее. Как-то сомневаюсь я. Механизмы эпигенетических изменений, метилирование ДНК. Это связано в том числе и с характером тех продуктов, которые мы принимаем, и с наличием компонентов, которые обеспечивают метилирование ДНК, то есть присоединение определенной группы, метильной группы к ДНК и изменение активности наших генов и, соответственно, тех процессов, которые они регулируют. Метильные группы присоединяются к основаниям ДНК, влияют на активность генов. А существует обратный процесс деметилирования, когда метильные группы удаляются и первоначальная активность генов восстанавливается. Вот такой живой активный процесс в ДНК идет. Но что очень важно отметить, метилирование играет важную роль в клеточной дифференциации. Процесс, благодаря которому универсальные эмбриональные клетки развиваются в специализированные клетки тканей и органов. Мы вспомним, что эмбрион состоит всего из ничего клеточек, а потом мы разрастаемся. Часть уходит в кость, часть уходит в мышцы, часть уходит в сосуды, часть уходит в нервы и так далее, и так далее. Вот это одна из специфических особенностей метильных групп, которые позволяют получить нашим клеткам специализацию. А вначале у нас вообще там сперматозоид, яйцеклетка и все. И метилирование ДНК имеет наибольшее прикладное значение из всех эпигенетических механизмов. Оно напрямую связано с пищевым рационом, эмоциональным статусом, мозговой деятельностью и другими внешними факторами. Но прежде всего рацион, эмоциональный статус. Но эмоциональный статус – это прежде всего, конечно, состояние стресса, постстресса, депрессии.
Важнейший момент метилирования ДНК при соединении метильных групп к компонентам ДНК – это защитный механизм, подавляющий значительную часть генома чужеродной природы вирусов. Метилирование ДНК – это обратная химическая реакция. Цитозин, метильная группа CH3, и образуется соединение метилцитозин. И установлена прямая связь между высоким уровнем вот этого процесса и количеством репрессированных, то есть подавленных, ослабленных, нейтрализованных вредных генов. И касаясь вот этого момента, что прежде всего, конечно, пища, а потом стресс и все остальное. Вот один из вариантов изменения активности генов, второй пункт, о котором мы говорили, ацетилирование гистонов, включение гена, сульфорафан, капуста, брокколи, цветная капуста, диалилдисульфид из чеснока. Ну, продукты массового потребления, нетоксичные естественные компоненты этих продуктов. Они включают гены, подавляя ферменты, которые репрессируют ген посредством снятия ацетильной метки с гистонов. То есть они могут включать молчащие в раковых клетках гены, которые регулируют нормальное деление и не дают опухолевой клетке развиваться. Поэтому в тех рекомендациях, которые я пишу по генетике и по ведобиотике, где идут риски онкологии, я всегда список вот этих препаратов, растительных компонентов всегда привожу с указанием, но там где-то их может быть штук 20. Но здесь самые простые, самые понятные. И обратите, масляная кислота, которая образуется микрофлорой кишечника при употреблении клетчатки, оказывает аналогичное влияние на работу генов, активируя иммунную систему, что подавляет рост раковых клеток. То есть даже вот этот пункт говорит о том, что микробиота кишечника может рассматриваться как один из факторов такого значимого и активного влияния на уровне эпигенетики. Положительное влияние на эпигеном, то есть на факторы, которые улучшают нормальное состояние генов и блокируют нежелательные наши нарушения. Зеленый чай, снижение риска онкозаболеваний, вещество эпигалокатехин-3-галат. Активизирует гены-супрессоры, подавители опухолевого роста, деметилируя их ДНК, то есть убирая метиловую группу из ДНК раковых клеток, и они не могут активно развиваться. О сое много интересного говорилось, но вот продукт, который называется генестеин, в продуктах из сои, и связывают, что он оказывает определенное тоже эпигенетическое влияние на те гены, которые могут провоцировать онкологию. И отчасти поэтому объясняет меньшая подверженность возрастным болезням, в том числе у жителей тех стран, которые достаточно активно и постоянно принимают продукты из сои. Но вот важный момент, который следует учитывать, учитывая старение человечества в целом и наше с вами, и влияние метилирования. Мы знаем, что есть определенные частички, которые называются в ДНК теломеры. Длина теломеров, в принципе, уже классически считается, определяет длительность жизни. Но что пишется, что с возрастом процессы метилирования становятся нестабильными, и гены, которые были заблокированы в молодости, могут активироваться в старости, приводя уже к возрастным заболеваниям самого разного плана. Ну и в группе источников доноров метильных групп, которые хорошо поддерживают высокий уровень метилирования ДНК и здоровья нашего генетического аппарата, прежде всего отмечает метионин, холин в пище, но также В1, В2, В6 витамины. Ну, кстати, витамины группы В, в том числе В2, В6, активно синтезируют микробиота толстого кишечника. Это одна из ее функций, не только то, что мы получаем с пищей. В практической медицине уже сформировалось конкретное направление выявления и коррекция на основе этого изменений работы наших органов тканей с учетом эпигенетических факторов и генетических рисков.
И к числу важнейших факторов, которые влияют на эпигеном, а потом и через него на генетический аппарат, это питание, физическая активность, токсины, тоже курение, вреднейшие, вирусы, не только коронавирус, ионизирующая радиация и другое. Поэтому заболевания, где, как правило, всегда присутствует нарушение генной регуляции, и является частью развития болезни. Патогенез – это развитие болезни. Это достаточно определенная группа опухолей, прописаны сахарный диабет, чаще второго типа, ожирение, ну и первый тоже бывает. Бронхиальная астма, дегенеративные изменения, ну, например, изменения в состоянии суставов. И вот этот момент еще очень важен, что эти изменения могут передаваться по наследству. В худшую сторону изменения тоже могут передаваться по наследству, а в лучшую сторону мы с вами видели на примере тех мышек, которых покормили фолиевой кислотой, метионином, холином и так далее, и B12, и их потомство стало здоровым. Поэтому есть определенные риски генетические, тут нужно думать не только о себе, но и о своих детях, внуках. И у нас были примеры, когда люди, ну даже умеренно обеспеченные, но понимающие, что, в общем-то, действительно медицина медициной, есть пословица «знал бы, где упасть, соломки подстелил», они заказывали, например, совсем недавно из санатория «Сибиряк» 4 гена. Мальчик 1 год, вот в июле был, мама, папа и дедушка 63 года. И видно, что есть некоторые общие риски, а есть у каждого свои специфические. И вот то, что генетика имеет отношение в том числе и к изменению активности генетического аппарата и сопровождает процессы старения, говорит о том, что в принципе науки такие как геронтология, генетика, они являются одним из направлений изучения процесса долголетия, профилактики возрастных нарушений. Это и липидный, и углеводный обмен, детоксикация, сосуды, свертываемые из крови. И они позволяют найти нам слабые места в организме, которые уже проявляются в виде какой-то патологии, порой неопределенной, либо неизбежно вылезут с возрастом. И в генетике сформировалось такое направление Genetics of Healthy Aging, генетика здорового старения. Ну, наверное, лет 20 как минимум эта тема развивается успешно, и средние показатели, которые говорят, что, зная генетические риски и эпигенетические факторы регуляции этих рисков, прежде всего через питание, можно увеличить продолжительность активной жизни в среднем на 14 лет. Подчеркиваю, активной. Не просто растительной, когда человек сидит на лавочке и ничего не понимает. Это не жизнь, это просто биологическое присутствие полуживого тела в окружающей среде. Ну и факторы, с которыми работают все, и мы с ними довольно плотно работали и работаем. Пищеварение, нарушение обмена веществ, жировой, углеводный, кальциевый, водно-солевой, фолатный. Фолатный – это обмен фолиевой кислоты, витамин В9. Детоксикации, прежде всего печень, как важнейший фактор детоксикации. Ну и стресс, который проявляется в разных формах, а потом дает самые неожиданные последствия не только на уровне нервной системы, но мы, например, знаем, что стресс всегда формирует ослабленную иммунную систему. Это особенно интересно было показано у спортсменов. Но наша работа по ведобиотике показывает, что на уровне стресса формируется в том числе и изменения в слизистой оболочке кишечника, повышается проницаемость, а там уже эндотоксемия и вторичные нарушения в самых разных тканях. Потому что при стрессе идет выброс стрессовых гормонов, и один из их нежелательных эффектов – это повышение проницаемости слизистой оболочки кишечника. Ну, крайний случай – это, вы знаете, синдром дырявого кишечника. Стандартный кейс, как мы говорим, или стандартная программа, с которой мы успешно работаем, это вот 12 базовых генов ведогенетик долголетия. Здесь пищеварительная система LCT – это лактаза, молочный сахар, CTL4 – это на уровне пищеварения усвоение глютена, его устойчивость к нему, ТНФ-альфа, тумор, некрозис, фактор альфа – это детоксикация и онкориски хронического воспаления. UGT1A1 – это детоксикация на уровне печени базовый.
МТШФР, метилен тетрагидрофолат редуктаза, это цикл гомоцистеина и фолиевой кислоты. При его нарушениях часто есть избыток гомоцистеина, который приводит к поражению сосудов и развитию атеросклероза. Витамин D3 рецептор – это усвоение кальция. И не только усвоение кальция, но там еще интересные в других моментах есть его участие. СИП-11B2 – это водно-солевой обмен, калий, натрий, отчасти хлор и магний. АПЕ – это холестерин, аполипопротеин Е – это один из самых любимых генов у генетиков, по нему колоссальное число исследований, но ген интереса, потому что имеет много полиморфизмов. Если обычно ген описывает 3 варианта, условно говоря, это называем полиморфизм, вариант гена строения, где никаких рисков не несет, но вот зеленым отмечено у нас. Вариант гена, где есть некоторые изменения в соотношении нуклеотидов, и это может приводить к болезненным изменениям тех процессов, которые он регулирует, особенно на фоне интенсивных нарушений правил здорового образа жизни, то гены, которые несут неблагоприятный полиморфизм, мы не говорим плохой, неблагоприятный полиморфизм – это вероятность, условно говоря, это вот красный вариант. И обычно, как правило, 3 варианта полиморфизма, но вот ген АПЕ, он имеет 6 вариантов, 1 нормальный, остальные все промежуточные и негативные. Отсюда разные формы нарушения липидного обмена. Холестерин холестерином, атеросклероз атеросклерозом, на разные формы нарушения липидного обмена и, соответственно, разные подходы к коррекции. Ну, кратко, мы к этому еще вернемся. Ген ЛСТ, выработка фермента лактазы, фермент, который обуславливает переносимость молочного сахара. В данном случае промежуточный вариант, который как бы говорит о том, что возможно снижение количества фермента и ухудшение переносимости молочного сахара, если возникают проблемы, особенно с состоянием слизистой оболочки кишечника на фоне, например, кишечной инфекции. Слизистая не успевает полностью восстановиться, и вот такой вариант потом приводит к тому, что сохраняется, как мы говорим, диспепсия, плохая переносимость молока. А в неблагоприятном варианте, когда неблагоприятный вариант полиморфизма, я знал таких людей, ну, вот они живы. Это конкретно, как мне рассказывал хороший наш знакомый, бывший офицер, сейчас он в запасе, говорит, мне молоко нельзя вообще. Я вот стакан молока выпью, любого, даже кипяченого пастеризованного, через 20 минут я уже в туалете сижу. Настолько бурно возникает ответная реакция, связанная с изменением работы кишечника, что действительно лучше не рисковать. Ген CTLA4 ген имеет множественные факторы в отношении иммунной системы и Т-лимфоцитов, но это общие моменты в плане пищеварения. Это определенная, в данном случае высокая вероятность непереносимости глютена и развития глютеновой энтеропатии поражения тонкого кишечника, то, что мы называем целиакия. И может быть либо конкретное выражение с плохой переносимостью продуктов с глютеном, а глютена много не только в хлебе. Может быть так, что как бы так на уровне кишечника эта проблема как-то решается благодаря хорошей микробиоте кишечника, но вторичные компоненты вот этого слабого воспаления могут выходить в кровь и вызывать аутоиммунные реакции с поражением, в том числе, например, хрящевой ткани с развитием полиартрита. Либо тоже встречается нередко это аутоиммунный тиреоидит, что на первый взгляд кажется неожиданным, но когда посмотрите, что и как происходит, и что все это идет в кровь, при наличии рисков аутоиммунного тиреоидита данный неблагоприятный генетический фактор оказывает свое провоцирующее неблагоприятное влияние. ТНФ-альфа, тумор некрозис фактор, это ген, который определяет и активность детоксикации, и ответ иммунной системы на воспаление. Хроническое воспаление – основа многих заболеваний, не только в кишечнике, не только, скажем так, хронического бронхита. И риски могут быть средние, которые требуют просто поддержки иммунной системы и контроля, могут быть высокие, когда нужно максимально оберегаться, в том числе от избыточного загара, которым многие по неразумению злоупотребляют. Лучше витамин D принимать в препаратах, а не жарить себя. UGT1A1, глюкуронилтрансфераза, интереснейший ген, который имеет несколько вариантов, и его
Активность говорит о том, может печень активно перерабатывать все и вся, в том числе гормоны, эстрогены и андрогены, и свои внутренние, и с препаратами, либо это идет не очень хорошо. Соответственно, есть такая патология, синдром Жильбера, где всегда проблема с этим геном. И, конечно, прежде всего рекомендации по диете, убирая все вредные продукты для печени. И если говорить про алкоголь, конечно, острый категорически нельзя, но если есть желание, необходимость что-то из алкоголя на стол поставить и употребить, всегда говорим, что наиболее благоприятно белое вино, оно дает меньшую токсическую нагрузку на печень, но не более 100-150 миллилитров в один день. Интереснейший ген, это и все программа долголетия. Ген, который связан с циклом фолиевой кислоты. И вот этот цикл фолиевой кислоты, он как раз имеет прямое отношение к метилированию ДНК. Вот поэтому тем мышкам, у которых потом рождались уродливые деточки, давали именно фолиевую кислоту как важный компонент, чтобы заблокировать действие вредного гена и оптимизировать работу нормальных генов благодаря активному уровню метилирования ДНК. Ну, здесь первый вариант – это, конечно, компенсация благодаря пище, прежде всего зеленые листовые растения, я не могу их назвать овощами. Почему? Потому что даже название фолиевая, от слова фолия, лист по латыни, это могут быть таблетки витамина В9, фолиевой кислоты. И опять же, микробиота кишечника в толстом кишечнике синтезирует необходимый уровень витамина В, фолиевой кислоты, для того, чтобы нормально работали клетки кишечника. И это профилактика рака, онкологии толстого кишечника. Рецептор витамина D. Прежде всего мы о нем говорим, что это усвоение витамина D и, соответственно, профилактика нарушений усвоения кальция. Здесь также метаболизм, онкологические процессы. И если проблемы с этим витамином, то нарушение усвоения кальция, и, соответственно, хуже усваивается кальций, хуже состояние костной ткани. Отсюда выход на остеопороз и мочекаменную болезнь, особенно с возрастом. Здесь варианты тоже приема препаратов, включение продуктов, богатых кальцием, это как раз эпигенетика. Но когда задают вопрос, вот сколько бабушке, ей 78 лет, принимать кальция, чтобы не было проблем с костью, я объясняю простыми словами научный факт. Кальций нужно не просто принять, он должен усвоиться, всосаться в кишечнике. Всасывание кальция в толстом кишечнике определяется активностью микрофлоры кишечника, потому что микробиота кишечника нарабатывает короткоцепочечные жирные кислоты. Про масляную мы уже говорили, про пионовое и уксусное, но это кислоты. Значит, от их содержания зависит показатель кислотности кишечного содержимого, то, что мы в химии называем pH. И есть оптимальный уровень кислотности кишечного содержимого, pH, при которой кальций усваивается, всасывается отлично. Если микробиота не работает как надо, показатель не оптимальный, половина кальция точно уходит в унитаз. Поэтому если у вас вот такие риски есть, конечно, препараты с кальцием и диета нужна, но приведите в порядок свой микробиологический ресторан на уровне микробиоты кишечника, и все пойдет гораздо лучше. СИП-11Б2 – это гормон, который определяет водно-солевой обмен, и чаще всего при его нарушениях высокие риски развития артериальной гипертонии. Простите, уж сегодня пятый час разговариваю. И он один из главных гормонов вот этой генетической сети, которая формирует склонность и обеспечивает развитие артериальной гипертензии. Это, как называемой в медицине, солезависимая гипертония. Ген аполипопротеина Е. 5 секунд. Он значительно влияет на все процессы накопления функции холестерина и выведения, и мы знаем, что холестерин крайне необходим, он содержится в мембранах практически каждой клетки. Если холестерина не хватает, то возникают проблемы со многими органами. И при нарушениях гена АПЕ в разных вариантах формируется дислипидемия.
Это разные фракции, составляющие общий пул атеросклероза, изменяются в худшую сторону. Конечно, диетические моменты здесь обязательно в первую очередь, но опять же, касаясь холестерина и нашей важной темы микробиота как эпигенетическая коррекция, я всегда отмечаю, и в аптеках и с врачами приходится просвещать, им просто некогда этим заниматься, что микробиота кишечника активно участвует в метаболизме холестерина. У меня даже отдельная методичка есть, я распечатаю главные страницы врачам и фармацевтам показываю, как микробиота участвует в преобразовании холестерина в неперевариваемый копростанол. Копра это кал. Копростанол такая неперевариваемая форма, и благодаря активной работе микробиоты излишки холестерина уходят в унитаз. Если микробиота не справляется со своей важнейшей функцией в метаболизме холестерина, мы знаем, что холестерин частично всасывается обратно. Есть даже ген холестерина, эстертрансферпротеин, ген обратного всасывания транспорта холестерина. И риски значительно возрастают, и холестерин формируется достаточно быстро и довольно серьезно. ППР-гамма – это липидный обмен. Но если мы находим проблемы, то обычно прежде всего калорийность рациона и оптимизация соотношения белков, жиров, углеводов. Т7Л2 – углеводный обмен. Склонность к развитию нарушения углеводного обмена с выходом на диабет второго типа. Второй из главной сети диабетических факторов генетического плана – это ген АДРБ2. И если это два гена вместе неблагоприятны, то это уже высочайший риск развития диабета даже при нормальном образе жизни. Требуется регулярный контроль и наблюдение профилактическое у терапевта, в лучшем случае эндокринолога, диабетолога. От стрессов нам не уйти. И ген, который определяет переносимость стрессов, прежде всего, это катехол-ортометилтрансфераза. Он влияет на активность и усвоение, то есть действие гормонов нейромедиаторов головного мозга, даже не гормоны, нейромедиаторы. Наиболее важные адреналин, норадреналин, дофамин. Соответственно, если проблемы с этим геном, то хуже переносят стресс, более низкий болевой порог, повышенная чувствительность, хуже обрабатывают информацию, что особенно сейчас заметно на постковидном синдроме. Не раз, не два мне пациенты так и говорили: я отупел после ковида. Причем это молодые люди, не курящие, достаточно спортивные, месяц-полтора. Тяжелая пневмония с ковидом, с лечением. Говорит, вот, соображаю, но даже стыдно сказать, как я соображаю. Но приходится долго корректировать их. Но, кстати, вот адреналин, норадреналин, дофамин, нейромедиаторы, а также нейромедиаторы серотонин, гамма-аминомасляная кислота – это нейромедиаторы, вещества, которые влияют на передачу импульсов в нашем головном мозге. Их метаболизм в том числе идет с участием микробиоты, поэтому есть термин психобиотики. Поэтому если есть риски, то, конечно, тут может быть полезен магний, витамины группы В, они нарабатываются микробиотой. И поддержка микрофлоры тоже полезна, поэтому в медицине традиционно уже используется термин психобиотики, отражающие полезное влияние курсов пробиотиков на нормальный метаболизм медиаторов, нейромедиаторов и, соответственно, работу головного мозга. И эпигенетика, помимо того, что вот такая описательная часть, какие могут быть изменения, какие могут быть способы коррекции, в том числе и на уровне пищевых компонентов, где-то отчасти немножко так абстрактно. То, что наработал Олег Викторович в плане вот этой проблемы и практики, это модуль, который мы раньше традиционно называли ведогенетика, сейчас это эпигенетика, такое более адекватное, соответствующее смыслу и задачам этой программы, ее назначению. Ну, поскольку в базе лежит все-таки ведопульс, пульсовая диагностика, естественно, сначала мы проводим стандартные исследования. Ну, вы знаете, классика – это в первой половине дня, лучше пораньше. И потом находим варианты, которые нужно нам определить, оценить. Либо это риски, которые минимальные, либо это риски, которые требуют активного контроля и изменения и образа жизни, и структуры питания, и введения дополнительных, либо таких из группы БАД,
том числе микробиоты, либо концентрированных препаратов, содержащих тот же метионин продукты на длительный период. Ну, в принципе, четко прописан каждый ген с подробным описанием. Текст, конечно, медицинский, но по-другому нельзя, тема научная. И описывается, отмечаются те, скажем, гены, но здесь нозологический фильтр выключен, которые несут наиболее высокую вероятность каких-то нарушений развития патологии. Ну, вот они-то жирно выделены. Это ФАП-2, это жировой обмен, АДРБ2, мы о нем говорили, углеводный обмен. Вот CATP – это как раз ген, который определяет обратный транспорт холестерина, если микробы не справляются с метаболизмом. АПЕ мы с вами уже обсуждали. Т7Л2 – это тоже углеводный обмен, пипирогамма – жировой обмен и пообывающий. Но жирно выделяются именно те гены, которые связаны с явной тенденцией к высокому риску развития заболеваний. Если мы посмотрели вот такой системный нозологический фильтр общего плана, и мы знаем, что у клиента, пациента есть дополнительно уже конкретные заболевания, ну, например, бронхиальная астма, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, пилонефрит, больные колени, остеоартрит. Тогда можно уже к тем генам, которые мы здесь выбрали, сделать следующую выборку по нозологиям. Из общего списка выбрать те, которые совпадают. Ну, кстати, да, тут ссылка на акцию по модулю. И из общего списка сформировать те гены, которые несут оптимально высокие риски в общем плане и по отдельным органам и системам. И потом уже формируемый список, и, как обычно проходит, человек делает элементарный анализ, это делает мягкий соскоб ватной палочкой, говоря простыми словами, со слизистой оболочки кишечника, извините, со слизистой оболочки кишки. Фу, вот 5 лекций сегодня по кишечнику прочитал, вот она уже залипла в голове. Человек делает соскоб со слизистой оболочки щеки, двумя палочками для контроля, минут 20 просушил, упаковал в стерильный пенал и отправил к нам. Мы уже получаем, какие полиморфизмы этих генов конкретно есть, и отмечаем, что вот эти гены, может быть, они несут риск, но они могут компенсироваться просто нормальной жизнью. Убрать курение, не злоупотреблять крепким алкоголем, нормализовать образ жизни, оптимизировать питание, если нужно. Ну, например, гомоцистеин, либо фолиевая кислота, это проверяется в анализах. Холестерин проверяется в анализах. Углеводный обмен, сахар проверяется в анализах. Даже уровень кальция, сейчас лаборатории делают почти все. Если уж надо выявить какие-то наиболее конкретные показатели нарушений. И включаем в рекомендации те факторы, которые идут на уровне эпигенетики, какие продукты питания из общего нашего с вами российского стола, это не элитные какие-то из Испании, Италии. Ну, кстати, иностранцы тоже заказывают. Вот я для Болгарии недавно делал заключение. И формируем пакет, который описывает, что у вас есть определенные риски на генетическом уровне. Вот эти риски минимальные, они компенсируются. Эти риски высокие, их нужно контролировать и профилактировать. И человек получает уже то, что мы начали с самого начала, рекомендации, которые относятся к современной теме 4П медицина. Персонализированная медицина с учетом генетических особенностей. И здесь вот тоже вариант, который показывает, что могут быть разные гены, разные полиморфизмы. Но вот здесь, если мы посмотрим, здесь мы видим достаточно высокий, как мы называем, рейтинг, особенно вот те гены, которые жирные, и примерно 200 и больше. 187, 187, 190, 234 – это самые высокие неблагоприятные риски по общему плану. А здесь мы уже видим, что у человека есть некоторые генетические риски, но рейтинг их, вот эти жирные, которые как бы наиболее
чаще могут дать какие-то нарушения, в том числе по артериальной гипертонии, они, в принципе, все достаточно мягкие. 50-60 – это невысокий риск, он хорошо компенсируется образом жизни, диета, моя любимая дыхательная гимнастика, ароматерапия, и, в принципе, человек может жить спокойно, особенно если у родственников не было каких-то вот этих серьезных заболеваний. Но для этого мы уже включаем модуль с указанием заболеваний, которые есть у него, либо были даже однократные подъемы артериального давления, и дополняем генетические риски второго плана. У нас июль – это не только модуль месяца эпигенетика для всех специалистов, кто высокопрофессионально работает со здоровьем людей в проекте «Ведобиотика», учитывая значительное влияние микробиоты на уровне эпигенетических коррекций. Тоже есть льготная программа. Свои заявки на эту льготную программу, то есть там можно получать наши препараты, они качественные, они прошли экспертизу в Институте иммунологии, в том числе хорошие эффекты по регуляции цитокинового шторма, что касается этого коронавируса. Это очень хорошие, по-другому не скажу, не буду хвастаться, что отлично, очень хорошие результаты применения ведобиотиков в защите женщин при химиотерапии рака яичников. Тяжелая химия, третья стадия возрастные, отлично все прошло. И, в принципе, это идет в том числе как широкая программа профилактики и нутритивной реабилитации. Поэтому ждем ваших писем. Там у нас почта элементарная, info@vedobiotica.com. Еще проще, просто наберете в сайте Ведобиотика, и там почта указана. Всего доброго, будьте здоровы, пусть гены ваши будут отличные, а мы вам всегда готовы помочь. До свидания.